Друзья, приветствую вас! Вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие новости произошли, какие события, как это повлияет на рынки, а также какие движения на вечерней сессии предполагаются по нефти, доллару, золоту, рублю и другим ключевым активам. Давайте начнем с календарика событий. Сегодня по Великобритании вышли отличные данные. И то, что касается баланса счета текущих операций, он, правда, отрицательный, но он не такой отрицательный, как предполагалось. Вот, по ВВП тоже хорошие данные. Это прибавляет силу Великобритании, а также британскому фунту. Но примечательно то, что на рынке жилья здесь идет снижение индексов цен. Но это говорит о том, что полнофункциональный пузырь надут. И в любой момент он может начать, если уж не лопаться, то хорошенько проседать. Так, далее Германия, безработица. Здесь вышли хорошие данные. Так, в целом по Евросоюзу индекс потребительских цен в пределах ожиданий, рост 1,3%. Это фактическая инфляция в Европе от года к году. Далее по Соединенным Штатам вышли не очень хорошие данные изменения числа занятых в несельхозсекторе. Но на самом деле колебание не такое большое. Так, ну вот еще экономика Канады очень хорошо восстанавливается. Но здесь все вполне ожидаемо. Это связано с динамикой цен на нефть. Так, ну вот еще по Соединенным Штатам PMI деловой активности в Чикаго, так называемый Срединный Запад, вышло лучше ожиданий на 10%. Это достаточно хорошо, потому что во многом это определяет процессы, которые в экономике США происходят. Но опять же, в Америке идет снижение индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости. То есть мы с вами наблюдаем четкую закономерность, что рынок недвижимости начинает стагнировать и вот-вот начнет, возможно, ощутимо проседать. Так, ну и запасы сырой нефти в этот раз не подкачали, вышли очень хорошие. Ну и вот, еще что касается новостей, ВТО улучшила прогноз роста мировой экономики в 2021 году. Но на самом деле они зря так спешат со своими позитивными прогнозами. Почему они спешат? Дело в том, что несмотря на то, что хоть ковид и не закончился, но имеется позитивная динамика, потому что вакцинирование активно идет. Произошло много нарушений логистических цепочек. И на самом деле, даже если ковид закончится осенью этого года, то мы можем наблюдать продолжение эффекта карточного домика, который рушится после вытягивания карты. Я так предполагаю, это продлится до конца 2022, а возможно 2023 года. Но вот смотрите, почему они таким образом позитивно пересматривают прогноз, с моей точки зрения. Они опираются на то, что в 2020 году изначально был прогноз снижения мировой торговли на 9,2%. Что такое снижение мировой торговли? Это падение экономик стран. Какие-то страны в большей степени, какие-то в меньшей степени. Но в любом случае такое проседание, оно негативно отображается на каждом жителе планеты, который задействован в экономической жизни. Разумеется, если есть какие-то племена, которые счастливо живут на островах, там, ну, Папуа-Новая Гвинея, их это не касается. Но в целом, то есть всех абсолютно и американцев, и россиян, и европейцев это затрагивает очень сильно, потому что это снижение деловой активности, снижение потребления, ну и вообще общий негативный фон. По результатам 2020 года снижение составило не 9,2, а 5,3%. И я так полагаю, что вот на основании вот этого позитива, на основании того, что вакцинирование идет как ледокол, предполагают, что в 2021 году уже будет все хорошо. Почему я считаю, что их оптимизм он чрезмерен? Но помимо того, что я обозначил, что по сути логистические цепочки они нарушены и они могут продолжать периодически выпадать. Потому что, во-первых, в том, что произошло, есть отлагательный негативный эффект. Мы это наблюдаем по полупроводникам. Когда, например, сократились поставки полупроводников, не могут выпускать машины. Помимо этого, есть такая штука, теория катастроф, которая гласит, что если начинает что-то происходить, то цепочка разворачивается, разворачивается, разворачивается. Мы с вами это видели на примере затора в Суэцком канале.
Кто-то, конечно, говорит, что на самом деле это специально организовали для того, чтобы нефть поддержать. Но я думаю, здесь, наверное, все-таки это в большей степени было случайное событие, которое было порождено стечением обстоятельств. Зашел слишком большой корабль, там не 150 дедвей тысяч, а 200. Но он все равно бы, он бы прошел, было бы все нормально, но очень высокий поток из-за восстановления торговли, и поэтому возникла такая оказия нежданная. А помимо всего прочего, почему, мне кажется, эти ожидания, они завышены насчет того, что будет не 9, прошу прощения, будет 8%, а не 7,2%, потому что вот то, что мы наблюдали в конце 2020 года, здесь был отложенный спрос. То есть этот отложенный спрос, он начал раскручиваться на основании того, что люди поверили. Ну, во-первых, они начали там выходить с карантина где-то местами, где-то приходить в себя, где-то снова возвращаться на карантин, но уже как бы накопились определенные потребности, они начали покупать, тратить, и поэтому произошел, скажем так, снижение, оно было не такое большое, как предполагалось. Вот. Здесь, я думаю, такого отложенного эффекта уже не будет, потому что просто у людей стало меньше сбережений, несмотря на все чеки, которые предоставляют в Соединенных Штатах, ну и в других западных странах. Но вот исходя из этих факторов, я вижу здесь достаточно существенные риски. Хотя, на самом деле, с другой стороны, ну что они, 8% было, 7,2, 8, тут разница-то небольшая. Но как бы не оказалось так, что было на выходе меньше и не только 8, но и 7,2. Так, друзья, ну вот как раз заседание ОПЕК, там определенные результаты поступили. ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2021 году. То есть, я так понимаю, это уже окончательно утвержденные данные. Вчера были предварительные данные, сейчас, я так понимаю, они уже какое-то консолидированное решение вынесли. Ну и здесь на самом деле такое снижение с 5,9 до 5,6 миллионов баррелей в сутки, это совсем копеечное. То есть сейчас, если сравнивать с тем, какое обстоит потребление на текущий момент, это в районе 90-100 миллионов баррелей в сутки. То есть вот эти вот 0,3 это совершенно крошечная величина. Так, далее. Так, ну вот российский рынок недвижимости, продажи новостроек растут вообще чудовищными темпами. Ну, сегодня разбирали движение в акциях ПИК. Вот в телеграм-канале я привел анализ по запросу подписчиков Мечела и ПИКа. У ПИК просто ракета получается. Возможно, кстати, вот это движение, которое происходит в акциях ПИК, помимо роста продаж, связано еще с процедурой переноса порта в Петербурге. То есть, возможно, здесь какие-то заказы получит ПИК на застройку. Поэтому, с моей точки зрения, сейчас инвестировать в недвижимость достаточно рискованно, я считаю, мое мнение. Вот. И вообще, как бы, у меня есть глубокое убеждение, что недвижимость это такой же товар потребления, как автомобиль, как одежда, только у него больший срок службы. Поэтому, ну вот у нас в России сложилась особая ситуация с инвестицией в недвижимость, потому что у людей на протяжении там десятилетий формировалось определенное мировоззрение на этот счет. Недостаточно строилось жилья, где-то в 2 раза меньше на человека в год, чем в развитых странах. И, соответственно, из-за этого накопился огромный дефицит. Вот, и поэтому у каждого человека, у каждого гражданина, у него есть такое видение, что недвижимость это что-то такое незыблемое и очень хорошее. Ну и, соответственно, в это надо инвестировать, и оно может приносить много денег. Проблема только в ликвидности у недвижимости и в том, что надо оплачивать ее существование. Так, друзья, давайте еще к телеграм-каналу перейдем. Вот такие вот новости сегодня поступили. На самом деле они из многих источников поступают, и не только из официальных информационных. Вот. Если произойдет здесь обострение, то есть то, что там происходит, оно станет реально горячим, то в этой ситуации, к сожалению, движение в паре рубль к доллару и евро, оно произойдет даже самые смелые ожидания Саксо-банка к середине года. То есть здесь вполне возможно уже движение будет в район 100 и даже 110.
Но будем надеяться, что здесь никакой эскалации не произойдет, здравый смысл победит. Так, друзья, давайте графиком по Baltic Dry идет коррекционное движение в диапазон 2000-1800. Если он сюда переходит и начинает здесь торговаться, не идет ниже, это был бы оптимальный вариант. Так, дальше десятилетние американские трежерис, они находятся в консолидации. Это дневной таймфрейм. Так, друзья, далее вопрос по биткоину все время возникает. Но смотрите, здесь пока идет движение, цель этого движения потестить вот этот максимум, который здесь возникал. Соответственно, те уровни отката, про которые я говорил, они все в силе. Далее VIX, он опять пытается протестировать нижнюю границу. Ну, здесь, наверное, есть ряд моментов, которые к этому ведут. Во-первых, это согласование нового стимулирующего плана Байдена, который зальет более 2 триллионов долларов. Но здесь средства будут предоставляться помимо различных социальных вопросов на обновление инфраструктуры и, соответственно, на развитие зеленых технологий, электромобилей и зеленой энергетики. Но для того, чтобы эти денежки получить, придется увеличивать корпоративные налоги. А увеличение корпоративных налогов – это уменьшение прибыли корпораций и это меньше возможностей для байбеков. Соответственно, тут палка о двух концах. Сразу в момент принятия, когда денежки пойдут, может быть еще один виток роста, но в среднесрочной перспективе это может привести к тому, что здесь разовьется значительный коррекционный откат. Так, друзья, далее SFD на SP500 Futures. Всех поздравляю, переписали максимум на фоне ожидания стимулирующих мер, новой крови, нового бабла. Переходим на часовик и видим здесь, что безудержное движение наверх продолжается, пока никаких разворотных формаций нету. Ну и по-прежнему у нас сохраняется 3940, который, если пробивают, то развивается массированный коррекционный откат. Так, друзья, далее индекс доллара. Но в связи с тем, что все становится хорошо, наметился разворот и коррекционный откат, здесь критерий это пробитие 92,5. Если оно происходит, то вполне возможно это движение сломается, не достигнув 94. Если не пробьет, тогда здесь потусим и пойдем наверх. Так, друзья, вот еще на секундочку к Виксу давайте перейдем. Тоже дневной таймфрейм. Вот он очень долго здесь консолидируется в зажатом диапазоне. С одной стороны, казалось бы, если Викс низкий и он снижается, это позитив для фондового рынка, для экономики. Но здесь может быть такая ситуация, что заловили не только один южнокорейский фонд, а еще кого-то. И вполне возможно, если он будет здесь находиться достаточно долго, то мы услышим еще различные громкие инциденты, связанные с тем, что один хедж-фонд накрылся и другой. Поэтому в текущих условиях низкий VIX это на самом деле палка о двух концах. Потому что, ну, с одной стороны, для фондового рынка это благо, с другой стороны, ставки сделаны. И если пойдут дальнейшие маржин-коллы хедж-фондов, которые играли на рост волатильности, то это может запустить цепочку банкротств. И здесь уже никакой ФРС не сможет залить деньгами, и мы получим очень скоро худшую интерпретацию 2008 года и когда произошел инцидент с Lehman Brothers. Так, друзья, далее нефть Brent, дневной таймфрейм. Но у нас сейчас идет движение, судя по всему, сначала от 63,5 и, возможно, будет удар в 62,9. Ну, по-видимому, здесь реакция на заявление ОПЕК о том, что на 0,3 миллиона баррелей в сутки, возможно, будет меньший рост по итогам года. На часовике, сейчас 20:30 по Москве, такая вот страшная свеча черная. Вот, но обращаю внимание, здесь 63,5, если не пробиваем, то это страшная черная свеча, это всего лишь движение в рамках консолидации 64,8, 63,5, и ничего в ней страшного нету. Если пробиваем, следующая точка остановки находится 62,9, она с высокой степенью вероятности движения вниз затормозит. Вот. Ну а если будет 62,9 пробито, тогда уже, наверное, пойдет более сильное движение. Но смотрите, по нефти здесь на самом деле сейчас, с моей точки зрения, особых факторов для движения вниз нету. Помимо этого, завтра четверг,
а четверг у нас в нефти возможны определенные изменения тренда. Но это мы уже рассмотрим завтра с утра. Сейчас, я думаю, мы остановимся либо здесь, либо на 62,9. Консолидация и отскок. Цель отскока это движение 64,6, потом 65,4. Так, друзья, дальше золото, которое вселяет в неокрепшие умы ужас такими движениями. Ну, на самом деле, да, движение страшное, сильная просадка. Ну, классическое двойное дно, не более и не менее. Вот и все. Сейчас на фоне того, что утвердили 2 триллиона новых средств, которые потратят на укрепление зеленых скреп, весьма вероятно, что мы уже завтра увидим движение. Ну, первое это 1732. На самом деле цель здесь движения 1752-1766, вот этот диапазон. Опять же, критерий того, что это движение захлебывается, это коррекционный откат и пробитие 1695. Так, ну переходя от дневки к часовику, здесь идет безудержный рост, все хорошо, все отлично, никаких оснований для разворотов нету. Ну, если даже какой-то разворот, коррекционный откат будет, потому что рост невозможен бесконечный. Если не происходит пробитие 1700, то этот откат будет выкупаться и будет дальнейшие толчки наверх. Так, друзья, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм. Ну, смотрите, вот 1700 почти отработали, немножко не дошли, но здесь это немножко роли не играет, потому что здесь пошли мощнейшие покупки евро. Вот, соответственно, отсюда весьма вероятно, что будет движение, цель которого потестить вот этот уровень 1,1790. В каком случае этого не произойдет? Этого не произойдет, если сейчас будет коррекционный откат и пробитие 1,1719. Вот если такое происходит, мы скорее всего уходим болтаться либо сюда, либо пойдем еще ниже. Если такого не будет, дорога к новому штурму 1,1790 открыта. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Но смотрите, здесь вот все мы заперты между этими двумя рыжими линиями. Для того, чтобы был выход из них, необходимо какое-то хорошее, мощное воздействие. Это либо продолжение роста нефти, соответственно, будет попытка пробоя и движение в район 74,3. Вот. Или же это ввод каких-то санкций, какой-то негатив, обвал рынка. В этой ситуации мы уходим тестировать на пробой 76,2. Пока негатива не наблюдается, и поэтому весьма вероятно мы будем сейчас вот торговаться сегодня в диапазоне 75-75 и до 75,4. Я думаю, где-то мы здесь и закроемся. Это дневной график. Так, ну и переходя на часовик, у нас здесь прямо-таки напрашивается повторное движение, цель которого 75,32. Это произойдет в том случае, если сегодня или завтра с утра не будет пробития уровня 75,7. Вот здесь, если мы двигаемся, то весьма вероятно, что сегодня либо завтра с утра будет повторное тестирование вот этого уровня 75,3. Так, друзья, ну в общем-то все, основные инструменты. Спасибо за внимание. Если какие вопросы, пишите под видео. Успешных торгов, удачи, счастливо!